Ну что, всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Мы на очередной выставке, очень интересной выставке, посвященной автомобилям, здесь в Аликанте. Так она и называется, ферия, которая проходит с 10 по 12 мая. И здесь будут выставлены как новые автомобили, автомобили с пробегом, так и мототехника. Мы уже показывали такие выставки, и сегодня тоже прогуляемся, посмотрим автомобили. Ну, интересуют нас разные, не обязательно, что мы все так воспринимают, что мы ходим себе, выбираем автомобиль. Мы просто смотрим, мы хотим быть в тренде, знать новое, что происходит, какие автомобили продаются, какие цены, что предлагается. Не обязательно, что мы смотрим себе или там еще что-то. Может быть, кто-то для бизнеса смотрит автомобили. Мы вам покажем цены, покажем автомобили, рассрочки. Как всегда, вы знаете, что лизинг очень выгоден, поэтому, возможно, это мы тоже посмотрим автомобили в кредит. Ну, кому интересно, вот, добро пожаловать на выставку, которая проходит сейчас в Аликанте. Ну что можно на этой выставке увидеть, что все больше и больше появляется 100% электрических автомобилей. Это у нас Citroën, DS. Также есть гибридные, вернее гибридные заряжаемые автомобили. Вот этого автомобиля не было. Сейчас мы можем посмотреть, что можно приобрести не только электромобиль, а электромобиль именно Enchufable. Вот это название, да? Enchufable, это означает, что у него есть розетка, чтобы зарядить именно от зарядной станции. Кстати, вот по нашим, так сказать, с Алексеем выводом, все-таки вот такие автомобили, ну не именно этого бренда, а вообще заряжаемые гибриды, они гораздо более приемлемы в наших условиях, нежели просто электромобили. Во-первых, у них их можно заряжать, ну, соответственно, то есть это не влияет на ваше путешествие, качество поездок и так далее. Но еще хочу сказать, что вот в городе, в любых городах Испании не скажут, что стало больше, да, электромобилей. В принципе, чистых электромобилей. Чистых нет. Не скажешь, люди все-таки немножко любят путешествовать и не любят сдерживать себя в этом, ограничивать себя в каких-то. Ну, их становится больше. Наша компания Solarline устанавливает зарядные станции, то есть каргадоры на территории Испании практически, можно сказать, ну, практически всей. Мы вообще работаем на южном, юго-восточном побережье Испании. Но, так сказать, у нас есть партнеры в других точках, мы можем хорошие цены предлагать, все нормально и качественно. Но я не могу сказать, что все-таки, как вот нам говорило правительство Испании, что будет больше и больше электромобилей, все должны будут пересесть, все были в панике. Несколько лет назад я записывала сама такое видео. Но я, дорогие друзья, не могу сказать, что прям все массово пересели, хотя на выставках они присутствуют. И я думаю, что мы должны об этом знать, показывать, оценивать цены, смотреть, какие есть предложения, но все же для большинства испанцев это еще дороговатые автомобили. Они очень дороги. Может быть, с пробегом можно уже как-то там прицениваться, но вообще не очень многим качество поездок нравится, что все-таки ограничены они. Как бы искать розетку, куда остановить, где остановиться, ну, в общем, ну так. Но, тем не менее, мне кажется, это да, это современный век, новые технологии, почему бы и нет. В любом случае, вот Volkswagen ID3, они представили и мультивены сейчас. Нормальный такой семейный автомобиль, скажем так, городской. Цена стала дешевле, он был за 40, сейчас вот 36, то есть цена немножко падает. Так, а это ну, у нас... можно помесячно платить, по 323, наверное, за месяц. Ну, в Испании все в основном так и платят. Нет, я так понимаю, что изначально первичная цена 7500 евро, соответственно. Потом месяц 323 евро. Да, 48 ну, месяцев. И на 48 месяцев вам уже рассчитано. Это очень здесь принято платить именно, брать рассрочку, не платить сразу 100% стоимость автомобиля, а выплачивать помесячно. Почему бы нет? А некоторые оформляют на компанию, выплачивают лизинг. Вот мы в Питере раньше все автомобили брали в лизинг. Новенькие, не пропуканные, как я люблю говорить. Вот, поэтому вполне возможно. Вот это, например, 35 300. Ну, это Cupra сделан на той же базе, как и ID3, то есть на одном, можно сказать, заводе сделано, производят ее в Испании. Испанцы очень любят этот автомобиль, считается, что это испанский бренд. Ну, кстати, может быть, бренд, да, хороший, но так чисто по вот этим линиям острым, да, считается наоборот, что должны быть какие-то круглые по фэншую. Ну, это как японцы. Ну, это по фэншую, да, я вот как бы больше люблю зато такие цена такая же. 11 тысяч платим первоначально, 60 месяцев по 318 евро ежемесячно. Нас просили в одном видео озвучивать цены, вот прям не проноситься, а прям говорить. Поэтому мы громко повторяем. Мы ничего не продаем, мы его не рекламируем, да. просто ну вот и гуляем. Вот уже известный Seat MO. Татьяна, ты видела?
Это, между прочим, мопед электрический, в котором есть такая съемная батарея. Это электрический, давай я подержу. Ее очень удобно вытаскивать, она вот так вытаскивается, как чемодан, Ого! и тащишь домой ее. То есть Да. подъехал в гараж, батарею закатил домой, Ого-го. поставил на зарядку, зарядил. Хороший такой, Ну, красный. В принципе, модель интересная, но по стоимости вот она, здесь конечно, зарядка, кусается. да? Вот Да, это здесь что можно порт зарядки, сейчас посмотрим. Да, Вау. обычная зарядка, как у компьютера. Ну вот. То есть такая. Вот как-то Так что так. вот красивая, в принципе. Он уже такой современный, да, фар вообще не видно. Ну да, вот это вот место очень красиво, да? Это фары такие. Стильно, Да. современно. Такой Дневные 21 век ходовые- сразу Дневные чувствуется. ходовые огни, да. А Фары цвет снизу. такой очень приятный. Ну и прикольно, что нет радиаторов, птицы не гнездятся там. Ну, по ценам мы не можем посмотреть, надо вот молодого По человека ценам надо, отлавливать, видимо, если что. спрашивать. У него с собой. Buenas. Puedo mandar sacar una video para YouTube. ¿Y cuánto vale esta coche? Este, el híbrido, ¿vale? Se te queda en torno financiado o al contado. Este híbrido enchufable, ¿no? No, este híbrido Ah, normal. sí. ¿Y cuánto vale, cuánta capacidad de la batería? De batería, este es la autorrecargable. Ajá, este sí. no tiene autonomía. Si la batería son 21 caballos. Ah, ¿vale? 21, es Sí, muy grande, muy adicionales que grande. le da un motor eléctrico. Más o menos 500 kilómetros, ¿sí? No. ¿No? Es híbrido no enchufable. No. No enchufable. No Sí, tiene sí, autonomía. comprendo. O sea, sí, es sí. gasolina. Стопроцентный. Es gasolina. Ah. есть Lo que газ. pasa que en ciudad Ujú. va a ir en eléctrico. ¿Y cuánto consumo la gasolina? 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4 minutos. 5 sí. a lo mejor por ahí. Sí. ¿Y cuánto vale? Este se queda en torno a unos 30 y poquitos, ¿eh? Ah, Este se queda muy sí. bien, ¿eh? Aquí en feria. Precio entrada и менsual, да? Спросим помесячно, там precio entrada. ¿Es precio al contado o financiado? Contado. Contado. ¿Entregas coche antiguo? Ujú. Coche antiguo Sí, tienes sí. para entregar. ¿Qué coche entregamos? Opel Insignia 10 años. ¿Ok? ¿Cuántos kilómetros? Mucho mucho. километров. Este para ti, 200. 200, que te quedan 31.700. Ah, Este coche. 31, sí. Puesto en carretera y todo. 30, Sí, 30 muy interesante. 5 años de garantía sin límite de kilómetros. Ujú. 5 años de asistencia por toda Europa. ¿Vale? Sí, 5 лет гарантии, 5 лет ассистенции по всей Европе. Sí. Y 8 años de garantía en la batería del И 8 лет гарантия на На батарею. батарею, да. И какая цена у нас Muy interesante, muy входная? interesante. Nosotros tenemos un Canal de YouTube. canal de YouTube. Sí, sí. Estamos en España. Estamos en España. Ok. Por favor, ¿Te suscribo? se Claro que suscribo. sí, hombre, por supuesto. Muchísimas Claro, gracias. ahora punto, claro. ¿Tiene uno la tarjeta de business o Tarjeta no tenemos nosotros. ¿qué- Alejandro, yo soy Alejandro. Alejandro, ok. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Nada, lo que necesitéis, ¿vale? Все, Cualquier cosita me decís. hasta luego. Gracias. vaya muy bien. Buen día. Gracias. Алексей сейчас нам расскажет, что менеджер Алехандро рассказал нам. Ну, Стоит? В целом, что машина активно пользуется не только заряжаемые гибриды, а именно просто гибриды. Вот цена 31 тысяча, если свою машину сдаете. Если финансируете, ну там тоже своя цена. То есть все считается, то есть все можно договориться о цене, о поставке. В общем, интересно. Все возможно. И, кстати говоря, первый день выставки, сейчас утро, поэтому все еще такое на позитиве, и все стараются как бы... Ну, в Испании всегда все на представить. позитиве. Да, ну и, как я всегда говорю, молодежь везде очень в основном хорошая, здесь молодые менеджеры, которые вот такой позитив привносят, поэтому посещайте выставки, ходите в первые дни, и вы получите массу удовольствия просто пообщаться. Это для тех, кто даже испанский язык учит, потому что я всегда хожу, слушаю, я плохо слышу, не в плане плохо слышу, а плохо слышу иностранную речь. Хорошо она слышит, она просто Да, набивается да. на Не, у меня с комплименты. ушами все в порядке, а слушаю я, конечно, хуже, поэтому я хожу, слушаю. Это на ту критику, которую иногда я слышу в свой адрес. Все, Но- идем дальше. Да, мы идем дальше по выставке. Ну, традиционно представлено весь модельный ряд Peugeot, или как некоторые любят говорить, Peugeot. 2008, ну в основном, да, 2000, 3008, 208. Идем дальше и Ну, смотрим. на эту машину 6 лет гарантии дают.
Ну, ты обратил внимание, Hyundai, по крайней мере, дает гарантию 8 лет уже на батарею и 5 Да. лет гарантия. И Или, как 5 говорят лет, испанцы, Hyundai. да, и 5 лет ассистенцию Hyundai. по всей Европе. Я на громко говорю. Да, да, тоже как вариант, почему бы нет. А это вот мы смотрели сейчас машину, где беседовали, это она стопроцентный электрик, да? Не-не-не, Ой, заряжаемый гибрид. Не заряжаемый. Он, наоборот, сказал, что это просто гибрид, то есть не Ага. заряжаемый, но обычный гибрид. А, ну понятно. Ну и расход там от 3 до 4 литров. Вот смотрите, цвет какой красивый, да, у пижошки. Ну, это, Почему? Вот по-моему, маленький авто- это, по-моему, как раз-таки электро. А вот это Учитывая, маленький что автомобиль, трубы который вполне приемлем там для каких-то молодых людей, да, девушки, юноши, Студентов. женщины, хрупкие, маленькие. Автомобили вот вроде бы кажется, но на самом деле их удобно парковать, они не занимают много пространства. Тоже всегда вот так удобно, да? Ну, это очень важно в Это больших очень, городах. это вообще очень в важно в Испании, Испании, Европе. потому что всегда в Европе мало места для парковки. И вот мы очень часто попадали, что наш Opel, он длинноват и невозможно парковать нормально. Потому что я открою. Внутри очень приятно, руль такой спортивный, Ну, кстати, мне вот кажется, да? по эргономике мы сколько раз уже пробовали вот именно Peugeot мне очень и нравится. у нас был Traveler Мгм. Peugeot такой корпоративный автобус. Удобно ездить, удобно пользоваться автомобилем. Это на дальних комбинированная расстояниях. кожа, мне кажется. Вот это кожа, а вот это типа как замша или как Да, напа. напа, что Да. угодно. Очень приятно, простежка такая, такие эти Ну-ка, самые, дай я вот такого же попробую цвета. Присесть со своим Да, присядь. ростом, учитывая, что я А цвет не какой? нашел. она Насыщенный не травяной двигается. цвет. Ну, мне тут не поместится. Нет, я могу сказать, вот у нашей BMW вот такая же была подсветка по салону. Очень классно. Мгм. Все кнопочки вот здесь. Это кожаная такой ручка. Студенческий Нет, автомобиль. я говорю, для бы молодых сказал. людей, Ну, для либо для хрупких девушки. А вот ты девушек. попробуй сесть. Ты хочешь сказать, что я хрупкая девушка? Хрупкая девушка поместится. Нет, тут надо отодвинуть Она не его. двигается, видимо, батарейки сели. Ну, Без- вообще, а может, без ключа. вот мне, например, вот можно так чуть-чуть. Мне, например, вот нравится, мне нравится руль, он очень хороший. Мне нравится запах, вот это управление здесь очень классно, на самом деле. Вот это вот немножко как печатная машинка. Я как бы раньше изучала печатную эту машинопись слепым десятипальцевым методом. Вот немножко так напоминаю. Но я думаю, что к этому можно привыкнуть. И экран не мешает. Зеркало вот. О, потолок же Приятный, темный, да? приятный. Ну, в этом что-то есть. Да, маленький, сзади, наверное, мало места. Ой. Сейчас посмотрим, как она закрывается. Закрывается с усилием. Вообще шикарно. С усилием, Нет, она нет? мягко хлопает, приятный цвет. Так что вполне. Ну, ничего, плюс электро. Вполне. Он стопроцентный электрик, да? Это да. Вполне. Лифтбэк, скажем так, седан, 408 новый. Пыжик. Ну, такой интересный. Уже почти Феррари, да? Да, По форме. обратили внимание на это? Ты тоже обратил внимание на шильдик? Ну-ка, подержи, я сейчас попробую присесть. Ну, опять такие же. Не, ну, во-первых, смотри, появилась память, вот то, что не было в прошлые разы, да? Давай покажем. Может, конечно, тоже это... Вот здесь работает все, То есть функционирует. две настройки для двух водителей. Комфортное очень сиденье само по себе, эргономично и опять комбинированное. Вот это, наверное, И регулируется. что для всё. Испании очень важно, вот эти матерчатые, которые кожа, которая не прилипает к спине в жару. Руль такой тоже достойный. Ну, вот по эргономике мы вот и в прошлый раз пробовали. Вот, тут достаточно просторно. Мне даже можно вперед подвинуться. Да. Просторно здесь, да? Так, руль не электрический. Все хорошо, и всегда вот чего-то не хватает. Ну, на руле очень много кнопок управления. Что здесь есть у нас? Ну, здесь у Регулируется нас механически. Но это тоже неплохо. круиз-контроль, можно привыкнуть. радио, магнитола Всё управления. стандартно. Все то же самое. Оставили они здесь твою любимую эту кнопки, Ага, машинку машинку, да. запечатали. Переключение передач сделали вот таким вот интересным манипулятором. Ну, соответственно,
Здесь различные виды движения, подстаканники, USB, кнопка. Ну, машина интересная. Место. Но мне вот, как обычно, не хватает, вот чуть-чуть не хватает для Худеть для надо, ноги. Алексей, худеть. Не цепляйтесь к автомобилю. Ой, да, там закрыто, хотела сзади показать. Ну ладно, Ну, там не получится. Здесь вот тоже кнопочки управляется все. Стаканчик, подстаканник мягкий, кстати. Не будет ничего греметь. Сиденье очень удобное, мне очень понравилось. Вот эта вот вставочка тоже очень красивая. Смотрите, такая она металлизированная какая-то, да? Алюминиевые вставки. Алюминиевые, да? наверное. Ну давай и хлопнем, как они. отлично. Слушай, а закрывается очень хорошо, кстати. Мягко, Я хотел посмотреть, красиво. какие у нас тут колеса. 20-е. 245 на 40. Смотри, что они узкие. Ну вот, такие автомобили. И да, вырос, он такой огромный стал. О, это коммерческий, Ри- для рифтер. бизнеса. Дорогие друзья, Ну, он нет, он как раз здесь не для для бизнеса. путешествий, для да? путешествий, наверное, да. рифтер. Рифтер. Не, мне нравятся у них такие эти шильдики. Чем интересны эти машины, что у них Все закрыта закрытые. дверь. У них Что они все закрыты. сдвижная дверь. Слушай, ну а внутри салон, они все, в принципе, уже стали похожи друг на друга. Ну, кстати, рядышком машина стоит, можно будет Ага, открыть. ну посмотрим, да. Ну, тут тканевый салон. Сейчас посмотрим. Ну-ка, мы заглянем вот сюда вот. А вот загляни. Ну, такая посадка, как в грузовичок. Ну, ткань. Я не знаю, что про нее рассказывать. Она, наверное, уместна для путешествий. Ну, И кто с детьми, у кого вот удобно есть заходить. дети, там 3 детей, например. Потому что Или когда бабушка с дедушкой, или еще какие-то родственники. И, может быть, как-то ее использовать. Нет, для бизнеса не подходит такой автомобиль. Когда у нас дети были маленькие, было очень удобно, когда у нас тревелер был с движными дверями, что на Да. парковке, когда паркуешься, дети вылезают, иногда не смотрят, могут задеть Да, соседнюю да, машину. для путешествий, А вот эти для двери поездок. очень удобно открыл. Мгм. Мгм. Так, ну вот такие вот варианты автомобилей есть. Сейчас как-то вот на этой выставке я смотрю, что цены, основные цены у менеджеров, то есть нужно их отлавливать и спрашивать Не, ну вот цену. мы можем а увидеть. что-то представлено, какая-то цена. Что у нас тут с офертой? Смотри. 18 300, но это, наверное, все-таки бензиновый, да? Так, 2008. Смотри. Да. Это уже, видимо, трейд-ин. Ага, то есть это уже с пробегом, с историей. С историей, Назовем ее да, так. с номером. У кого какая история? Ну, кто-то ищет автомобиль с историей. 28, ну там 18, тоже 900. Чем хороши такие выставки, что можно купить как новый, со скидкой на выставке, с пробегом автомобиль. И можно получить хорошую скидку. Сами испанцы, они не ходят по площадкам в основном, таким знаете, площадки. Они в основном ходят по таким выставкам. А мы, соответственно, живем здесь и рассказываем вам о том, как происходит все у местных жителей. Вот местные жители любят такие выставочки, потому что здесь можно получить хорошую цену. Особенно в первые дни можно купить удачный автомобиль, чего мы всем и желаем. Ниссаны, менеджеры стоят, рассказывают, беседуют, показывают авто. Я люблю вообще ходить по таким выставкам. И люблю ходить в первые дни. Kia, пожалуйста, есть. Ой, 20-й год, 42 тысячи. 2000 километров, 19 500. Мгм. Ну, логично, по 10 тысяч Эко-этикетка есть. в год. Ну да, ну да. Peugeot смотрели, а здесь в том же виде, в том же кузове, только Citroën. М. Все то же самое. Только единственное, что, Скидка. по-моему, он, сейчас посмотрю, 39 400. заряжаемый А был или 49 электро. 844. Hola. Hola. Это coche electro, híbrido, Sí, híbrido enchufable. enchufable, sí. Enchufable, perfecto, ¿Y perfecto. cuánta capacidad la batería? La batería tiene 55 kilómetros, 55, ah, sí. el 100% eléctrico, en Ujú. combinación mixta. Si solo haces pueblo, pues a lo mejor 60,
70, Sí, sí. pero el mixto hace una media de 50-55, que es carretera y pueblo. Y todo consumo más medio consumo. El más o consumo menos. medio pues te puedes meter en 7 litros, 7, 6, 5 en la provincia de Alicante. Sí, sí, sí. En el libro del coche pone 5,5. Sí, sí. Pero aquí vivimos en Alicante. Это гибриды. Значит, Это новый коч. ну и Алексей спрашивает, электрические. Sí? Понятно. Стопроцентный электро. Ну вот так, можно сесть и спросить цену. Собственно говоря, видите, подошел Алексей, спросил ¿Quieres про un tope цену gama? на автомобиль. Perdón. Un alto de gama. Ну, так вот снимаете, сидите, беседуете с Tienes менеджером, вам esta предлагают цены, какие-то 29, варианты, 29. рассрочки и так далее. 27 900 это самая маленькая комплектация. Ага. И самая большая 31 800. Вот, вот приятная цена. Да. То есть для электро От это вообще 27 идеально. тысяч до 31. Sí. 27. Это más alto, más caro, más confortable, ¿no? Mira, este es un Shine, Ajá. es una gama alta, gris platino. Мгм. Мгм. Смотрите, Muy вот bien. такая вот И в сером qué цвете. capacidad 25 la тысяч. batería está 350. 350. Ну что, подошли мы к МЖшке. Кстати, друзья, совсем недавно мы общались с Эвакуаторщиком. кубинцем, да, Он который работает эвакуаторщиком. рассказал, что он работает на эвакуаторе, и я ему сказал, говорю, какие машины чаще всего ты таскаешь, ну, особенно из электрических. Он тут же сказал МЖ. А когда-то мы снимали, по-моему, обзор этого автомобиля. Нас из автосалона пригласили для обзора. И мы в том числе его снимали, по-моему, Да, тоже. катались. Машина, кстати, очень удобная, мне очень Кстати, понравилась. они подешевели. Вот цена 30 990, а стоили 44 290. Это финальная цена, 3 года бесплатного обслуживания, 7 лет гарантии тотальной, то есть общей, не на какие-то там, а полностью. Ну, в принципе, да, хороший автомобиль. Единственное, что я не люблю вот такие большие экраны. Мне кажется, это так меня будет отвлекать, я буду все время туда глазеть. Это для любителей И телевизора. да, буду глазеть, и это все-таки будет там как-то фатально для меня. Поэтому я не предпочитаю такие вот экраны. Но зато мне понравилась эргономика сидений, вообще автомобиля, наверное, управляемость. Очень-очень миленько, так красиво. Si os puedo ayudar, cualquier cosita. А, Борха Мотор, мы именно там и делали обзор. Ну что, давай я тогда скажу. Давай, Алексей, нам все интересно. Что вот подошел представитель салона и сказал, что в этом году на выставке очень большие скидки они дают. То есть если Marvel стоил 44, сейчас они продают за 30, то вот эти MG ZS, там это бензиновый двигатель, но в любом случае... Вообще бензиновый 17 390. Видно, да, что вот почти 3000 Слушайте, почти даром. дисконт. Вот у кого вот вопрос стоит, ну почти даром, да, 2 года обслуживания бесплатного, 7 лет гарантии тотальной. И, кстати, вот в этом Борха Мотор нас приглашали, мы делали обзор. Я еще раз скажу, что мы тут действительно делали обзор автомобиля новенького. Так что смотрите, у нас все есть, все наши впечатления, все. Ну да, действительно, плюс-минус. Автомобили удобные, салон тоже, в принципе, производил приятное впечатление, менеджеры вежливые, в общем, все как бы, даже по нашим следам, по-моему, туда ходили люди, приобретали машинки. Ну вот, МЖ, видишь, тоже в цене упали. Кстати, это не реклама, если что, мы просто делимся своими впечатлениями. Реклама, она такая платная, поэтому Реклама за деньги. мы ее только на условиях, Ну, вот, на обычных смотри, рекламных условиях. 38 и 23, да, разница есть? Да. Ну, кстати, начинались эти машины, по-моему, с 18 тысяч. Мы их видели первые. Возможно. Жешка. Еще я повторюсь. Татьяна спрашивает, почему такая дешевая цена на эти машины. И я повторю слова эвакуаторщика, который вот делился, что он их очень часто возит. А я его спрашиваю, говорю, а почему как ты думаешь, почему они вот такие, как ты считаешь, что некачественные, ломаются? А он говорит, ну представьте, если машина здесь продается, говорит, за 20 тысяч, то есть учитывая, что растаможка, налоги, Ну, давай НДС пойдем, наверное, да. и так далее, если они не стоят 20 тысяч в Испании, то сколько они стоят в Китае? То есть в Китае они раза в 2 дешевле. И говорит,
что можно купить за 10 тысяч евро, допустим, да, Мгм. в Китае. То есть, ну, конечно, это будет соответствующего качества автомобиля. Ну да. Ну что, мы, как обычно, по нашей традиции выпили кофе. Съели по круассану. 7 евро стоил нам вот 2 кофе и 2 круассана. Кстати, вот в 12 часов, сейчас 12:29, народу достаточно мало, ну так мало, и мы без очереди, в общем-то, выпили кофеек, поэтому я люблю ходить в первый день на выставку, обычно это в рабочую пятницу происходит с утра, и поэтому всегда мало народу, много очень внимания уделяют все менеджеры, очень все подробно объясняют, и можно вот выпить кофе, перекусить по приемлемым ценам и без большой очереди. И в прохладе. Сейчас мы, да, пойдем дальше, купили холодной воды, пойдем дальше, посмотрим еще какие-то автомобили, так что смотрите дальше это видео. Тем, кто интересуется мотоциклами, тоже расскажем. Ну а в следующем нашем видео выйдет актуальная информация об изменениях, которые ДХТ вот буквально объявили недавно и которые готовы принять. Тоже очень важные, нужные изменения в правила дорожного движения Испании. Смотрите, я обязательно вам это расскажу в следующем видео. Так что, кто не подписан, подпишитесь и Лайк, как поставьте обычно. лайк, чтобы не пропустить следующее наше очень актуальное видео. БМВшки. Меня Леша Уже- сейчас только что спросил, БМВшки нас интересуют? Уже Я что-то думаю, интересное. интересуют не только меня. Меня всегда они очень интересовали. БМВшечки – это просто моя любовь, страсть и так далее. Но крайняя БМВ была у нас очень неудачная в плане, наверное, рулевого управления, как на дорогу держал. Ну, мне так Ну, это для показалось. тебя неудачно. Для меня. Но, тем не менее, люди получали удовольствие. Ну, цвет такой мышиный, очень красивый. Но, дорогие друзья, для Испании лучше, конечно, светлый цвет. Вот белый – это самое то, не нагревается, не облезает. Не, ну серенький можно тоже. Серенький цвет, ну, там мышки тоже ничего. Кстати, около BMW больше всего народу сейчас пока топчется. Да. Ну вот вы видите цены. Например, вот эта цена. Это все БУ, видишь, 19-й год. БУ, да, БУшные, со скидками. Сейчас мы дойдем до свеженьких, они вон там Ну, я стоят. так думаю, что, знаешь, вот финальная цена 30 500 для автомобиля марки BMW, в принципе, тот, кто мечтает, какой-нибудь там сколько молодой вот человек, кабриолет то стоит? нормально. Кабрик 63 или 68. 13 тысяч скидка, 63. 454 евро в месяц. Сколько? 454. Потом по 454 ежемесячно. Ну да, кто считайте, работает. сколько там месяцев уйдет. Здесь не написано. Может себе кстати. позволить приобрести Ну, на таких выставках. практически любой автомобиль. Ну, скажи, что на таких выставках цена гораздо приятнее. Ну да, вот каждую машину мы скидки, подходим, вот скидки. смотрели. Нам даже менеджер сказал, Это у что нас сегодня... М-спорт у нас стоил 111 Мгм. тысяч, новая такая 135, и вот скидка. Я хотел показать, что у нас там. X5, да, новая? Ого-гошеньки, 35. это большой такой для Испании автомобиль. Даже мне кажется, что мой Гранде. Ну, ты в свое Я время уже говорила, считала, что, что нужно побольше ездить на автомобилей. джипе, прыгать через поребрики. Сейчас уже Ну, у такого нас нет. был снег в Питере, плохая проходимость, дороги, ямы, кочки, и поэтому нужен был такой автомобиль. А в Испании такой нужды нет. В Испании, наоборот, маленькие улочки, и хочется удобно парковаться. Ну, кто-то выбирает себе такой большой автомобиль. У всех у нас вкусы разные, потребности, поэтому как вариант вот такого приятного цвета, серенького, мышиного. Цвет очень хороший, красивый. Ну, а если посмотреть внутрь, то тоже все очень достаточно достойно. Ну, также 2 сиденья, руль и Не, экран. ну, Ну, это я шучу. Да. Почему? У них всегда хороший обзор, у них хороший руль, у них хорошая эргономика, сиденья. Вот мы со Стасом ехали и обсуждали как-то, что, ну, кабрик, конечно, все хорошо, но вот получается, что летом в жару в нем жарко, зимой холодно, осенью может дождь пойти, весной, соответственно, тоже прохладно. Ну, есть владельцы кабриолетов, есть любители кабриолетов, и если кто-то знает супер преимущества, напишите нам, мы тоже будем, знать. Я всегда думаю, что у меня там бейсболка улетит или волосы дыбом будут, поэтому дополнительные какие-то такие моменты. Так, и тут у нас X4, X3, ну, это, в принципе, стандартно все. Вот такая вот цена на выставке.
Нет, Алексей, вот так вот покажи. Ну, люблю я вот эти вот мордашки. Люблю мордашки. Ну, красивые такие, кошачьи. Кошачьи мордашки БМВшек. Ну, вот это вот, что есть, то есть. Еще мордашки покажем. Это, Так. кстати, уже бывший в употреблении, скажем так. Ну, 30 тысяч. Выбрать китайца за 30, да, или BMW. Ну, тут Вот уже продано, смотрите. Амира купила, сеньора. Девушка, Смотрите, да, кому-то или повезло. сеньора, или... Сеньора Ну, ты Амира. не показывай все тайны. Ну, а ее фамилии же нету здесь и фотографии. Будет ездить, любоваться. Может быть, это не настоящее имя, ну, неважно. Мазда. А тебе нравится такая Мазда? Ну, мне кажется, она настолько мелкая такая. Ну, вот по сравнению со мной, да? В сравнении с тобой. Я туда влезу. Ну, зато полностью закрытая, смотри. Здесь вот точно ветер тебе. Панама точно не улетит. Ну, вообще классный автомобиль. Садишься туда, утопаешь, как в своем домике, в ракушке. Маленький такой, хорошенький. Пойдем искать Z4 BMW тогда. Опели есть. Я говорю, Алексей, смотри, Опели. Он, не хочу Опели показывать. Ну, пойдем посмотрим, вдруг кому-то нравится, да? Ну, пожалуйста, они- зато вот с такой вот наклеечкой можно автомобиль приобрести. Вот с эко, особенно вот с этой, большие есть привилегии. В некоторых городах парковки, въезд в большие города, Мадрид, Барселону. А вот это Опель тоже для путешествий, он для бизнеса не подходит, наверное, да? Это не Я бусик, думаю, это не больше бусик. для такой, для Это семьи, наверное, да? Бусик чтобы для путешествий, да? поставить туда коляску, Да, да. сиденье для ребенка. Для тех, у кого дети, коляски, родители. Всех надо укомпоновать, Собаку, может быть, там посадить в собаку багажник. посадить, да. Опель. Опель Корса. Может быть, с таких машин можно там начинать кому-то, молодым водителям, да? Ну, в принципе, да, почему нет? Опель Корса, маленький Тем автомобильчик. более очень много и заряжаемых Ну вот гибридов. и- Станислав у нас, кстати, на Volkswagen. Да, ему Golf очень понравился. Проходит вождение в автошколе, в испанской автошколе. Там несколько у них гольфов, все ездят. Кто на механике, кто на автомате. И Ну что, BMW дальше- еще, в дальше. автошколе BMW, где Станислав наш учится, и Ага. гольфы. Но BMW ему не понравилось. Да. Это на любителя. Нет, на ценителя, На я бы ценителя, сказала, да. особо тонкого ценителя. Ну что, здесь мы, наверное, все прошли. Да, идем дальше, соседний Пойдемте. корпус. Пойдемте с нами все. Ну что, идем в следующий зал, в следующий корпус и продолжим наше видео с выставки, с автомобильной. Кстати, здесь же в этом же комплексе проходят всегда выставки автокараванов, автодомов, которые тоже есть у нас на канале, поэтому в разделе, в плейлисте, посвященный автомобилям, я думаю, что у нас такой есть. Если нет, то будет. Смотрите все такие наши видео обзорные про автомобили, про автодома, автокараваны. Там есть модульные дома, мы показывали в тех же роликах. Здесь тоже такая была выставка вместе с автокараванами и автоприцепами. Ну что, по ценам приблизительно ты можешь сказать? Цены растут у нас, сейчас падают, потому что всякие Мне кажется, упали. фейки пишут нам. Мне кажется, что цены там упали на автомобили. цены снизились, да? Многие компании снижают именно когда подходишь, цены нет, подходишь, начинаешь разговаривать. Если раньше цена росла вверх, то сейчас предлагают цену вниз, наоборот, Да, снижают. вот, ну и машинок, такой выбор есть. Что-то новое ты здесь увидел вот в этом нашем? Ну, такого сверхнового пока Сверхнового ничего. пока тоже ничего. Очереди на электромобили нет, никто их не расхватывает, как горячие пирожки. Ну, вот как-то так. Китай рынок не захватил. Китай рынок пока не захватил, ничего нового там, кардинально нового мы не увидели пока в этом зале. Пойдем в следующий, может быть, там что-то нас удивит сильно. Ну и там же, наверное, мототехника. Чван. Да, Форди красивые. Раньше они все время были облепленные
народом, а сейчас как-то они стоят спокойненько. Да. Вот это, кстати, электрический. 69 тысяч. Да, так он Был простоял. 75. Так он простоял все выставки. Именно этот? Ну, модель это, да? Ну, по-моему, черный так же в Да? этом месте, да. Ну вот любителей Фордов поменьше, чем любители BMW все-таки. Но зато вот это вот выделяется, Ну, да? Кона, да, такая она прям красивая. Прямо машина вот этого века, 21-го. Мгм. Ну, такой, наверное, более современно будешь смотреться. Может, она не такая распальцованная, как там BMW, Lexus. Ну, сейчас я никого не хочу Цена, обидеть. качество, очень большая батарея с хорошим Но пробегом. она смотрится, во всяком случае, современно, наверное. Так, ну, как бы 21 века. Хотя все Ну, на кстати, любителя. Ионик тоже. Ну, Кстати, читайте газеты. так, что у нас тут с Иоником? Ой, здесь тоже, смотри, какие фарки. Ну, это Современненькие, да? Из фильма «Назад в будущее», можно сказать. А, я не смотрю фильмы так особо. Ну, так могу себе представить что-то. Народу становится больше. Мгм. Ну что, мы заходим в соседний павильон и видим сразу корейские автомобили. Там вот бывшие в употреблении. Ага. Honda, Сейчас мы пройдемся Honda. и все покажем. Тем может, проходили в том зале. Саньон, Honda. Honda 39 300. Кстати, А, сейчас стоит 30 900. Ну, кому ага, интересно. ну это был. Интересно, испанцы называют модели автомобилей, особенно которые начинаются на букву Ача, да? Иначе это не читается, да. Hyundai у начальное них слово. Hyundai, Honda у них Honda. Ну и так далее. Мерседесы рекламируют, соответственно. Тут Мерседесы, видишь, начинаются уже. Мгм. Ну что, друзья, Веспа самый продаваемый мопед, наверное, в мире, потому что их Цикломотор настолько... называется в Испании. Нас кто-то Да. спрашивал, помнишь, что такое цикломотор? Вы все время говорите. Да, вот он цикломотор, Мопед. кто спрашивал, да. Piaggio. Их, наверное, тут столько миллионов, особенно во Вьетнаме или в Таиланде где-нибудь, да, В Таиланде выпущено. активно пользуются, И да. вот сейчас вернулся вот этот такой а-ля 60-е, да, Вот там внешний вид. цвет Прованс Сейчас я за покажу. красным. Ты можешь отсюда показать цвет Прованс. А вот. Ну, красивая техника. Я бы такую даже уже... Смотри, заводится уже без ключа. С помощью такой ручки поворачиваешь. А, 125 можно ездить с правами на автомобиль. Пока, да? Я так понял. Мы новость потом все расскажем. главное не переедать. Есть Гла- салаты, чтобы быть Главное не худыми. передать, да, Татьяна говорит. Слушай, интересно, ну подержи, пожалуйста, я хочу прям примерить. Ты хочешь присесть? Может такой какой-нибудь, да? Ездить на море. Смотри, жик. Электрический только найти. Мгм. Ну что, дорогие друзья, здесь можно найти своего четвероногого автодруга марки Mercedes в том числе. Смотрите, какой цвет тоже. С офертами, скидками, не надо гнать ниоткуда, ни из Германии, например, и так далее. Все может здесь находиться, то, что вам нужно. Ну, во всяком случае, так говорят испанцы. Ух ты. Ну да, видишь. Я подозреваю, что цвет этого сезона такой экологичный, желто-травянистый. Ну, кто-то увидит желтый, а глазами кажется, что он такой слегка Зелень есть такая. с зеленцой, знаете, так раззеленный немножечко. Опять-таки современные фары. Такая мордашка современная, более-менее. Цены вы видите. Ну, вот здесь карта интересная. Экранчик. Как китайцы их выкупили, стали ставить нормально. Мгм. Ну, мы не все машины как бы смотрим внутри. Это у нас Ну, просто не выставка. знаю, это, конечно, скорее всего, наверное, такой рекламный ход. 12,4 на 100 километров, конечно, это очень мало.
среднем сейчас где-то Но 14-15. автономия написано 475 километров. Ну, я говорю, что мне кажется, это все-таки Реклама, да? заряжено, конечно. Так, ну, пишите, владельцы Volvo, как вы скажете, действительно это соответствует действительности? И такие есть тоже, Вольвочки. Ну, 300, может, будет проезжать. Вот такой цвет мышиный, я его называю. Ну-ка, вот цену посмотрим. Мне вот нравится здесь все-таки этот навигатор, да, очень такой вертикальный, когда едешь в дороге. Когда едешь в дороге, очень хорошо, наверное, будет видно маршрут, не надо его туда-сюда приближать. Ну, Лучше, когда вот тоненький экран и горизонтальный. запах такой приятный, нового, приятного автомобиля. Ну, такой, понимаешь, что хорошие все-таки использованы материалы, ткани, я не знаю, там для сидений. Ну, лично для меня Volvo был всегда автомобилем достаточно комфортным. Вот сколько мы ездили, да, мне казалось, что Volkswagen, да, такие ходовые народные автомобили, и вот Volvo очень удобные в плане комфорта, эргономики. Что, механически регулируется? Во-первых, механически. Во-вторых, вот послушай, с какими щелчками все это дело. Ну, блин, поставить электропривод. Ой, здесь так пусто. Ничего такого нет. Пластмасса, конечно. Ни конопулек Такое никаких. ощущение, что Volvo из Китая к нам приехал. Зато тканевый, вот там кармашек, не будет стучать. Ну, из переработанных материалов. Ну, да. Вот это сейчас модно все. Так, а вот это что у нас такой? Делает. Дефлектор такой, да, вниз. Что у нас тут? Ну, немножко подтормаживает, конечно. Не сказать, что все идеально. Немножко подтормаживает. И опять же, ну, лучше бы сделать, наверное, все-таки, чтобы Google карты были. А хотя нет, этот Google так и есть. Мы сразу увидим. Ну, вот тогда, в принципе, уже большой-большой плюс. Очень много материалов таких переработанных. Ну, руль удобный, посадка удобная. Ноги мне вообще вот здесь вот идеально, ничего не мешает. Убрали они вот этот иконостас. Руль очень удобный. Но, опять же, механики. Все вручную. Электропривода нет. А как тебе по ширине место, Обзор там, по идеально. голове, там? Идеально. Голова, еще А кулак. как ты думаешь, сзади сидеть Сзади, достаточно удобно? Я смотрю, наверное, Обзор всё-таки зеркал. сзади, наверное, для детей нормально. Для меня, наверное, Ну, будет то есть все некомфортно. равно Volvo это как вариант, наверное, хороший все-таки автомобиль, да? Да, сиденье удобное. Такая вот кожа, такая вот искусственная, наверное, я бы сказал. Хороший, достойный выбор будет чей-то. Достойный. Цену посмотрите. Ну, это оферта на выставке 39. Да, но, 39. Нет, ну я говорю, достойный выбор, хороший ну, современный если автомобиль. сравнивать, допустим, ID3 и вот эту, и M, как он правильно называется? Сейчас я посмотрю. Здесь название не написали впереди. EX30. Ага, Конечно, выбор был бы сюда бы, конечно. плюс. Современный, хороший. Вот дизельный еще стоит, красненький какой-то. Но это уже другой какой-то, да, автомобильчик? Select или Select. Этот 51. И сейчас скидка 11 тысяч. 40 500 стоит. Купры очень Видите? много, вот они, видишь, продают. Это испанцы с удовольствием их брали и теперь Что-то они не бегут сюда. сдают назад. Могу сказать, что около BMW было много народу. Где еще? Мерседесы посматривают. Просто ходят, смотрят. Пока я еще так вот не увидела, чтобы где-то там безумная очередь стояла, как вот раньше на китайцев вначале набрасывались. Какие-то фургонеты, на китайские электрик, пойдем посмотрим. автомобили. Народу еще достаточно мало. Время уже 12:55, то есть 13 часов Почти практически. Час дня. Сегодня рабочий день, пятница, но уже начинается сиеста. Я думаю, сейчас народ увеличится. Здесь рядом еще университет. Студенты обязательно придут, потому что они всегда любят ходить на подобные выставки, искать себе автомобильчики. Многие заканчивают автошколу и хотят, конечно же, купить себе, пусть с пробегом, свой первый хороший
автомобиль. Здесь можно проверенные автомобили купить и не пожалуйста. попасть на какие-то... Вот к вопросу Всякие. о китайских машинах закрыто. Так с виду «Жигули» наши, судя по дискам. Судя по дискам «Жигули». Ну, такой Наверное, это автомобиль. предложен для бизнеса, Да нет, это, мне кажется, автомобиль для дворника, наверное. для какого-нибудь. дворника. Для бизнеса, в смысле, там перевозить что-то такое крупногабаритное, наверное, он не очень, да? Простоват. Ну, такое ощущение, как будто я даже не знаю, в какой автомобиль сел, наверное, в копейку, может быть, когда-то, и то она помягче. Кто производитель этого автомобиля? Китай. Китай, да? Да, Ну, сейчас мы посмотрим цену. Он 100% электрический. Очень аскетичный, сразу скажу. Просто Но это... зато двери хорошо закрываются. Ну, цена у него 22 500. Что-то это слишком для Да, него. это, конечно, слишком. Ребята загнули, конечно. Мгм. Ну, была 39 вообще, 195. Сейчас 22 500. Ну, это просто... Вот так он называется. Но обратите внимание, сколько мелких автомобилей стало, да, появляться Вот на таких рынке. он габаритов. Он простоват, аскетичен, непонятно. И... Ну, он с пробегом, что ли, Леша? Он с пробегом, окасион. Он бэушный, получается. Ну, не похож на бэушный. Не похож. Вот. Но, тем не менее, вот такая Хотя вот... нет, он с номером. Ну, я думаю, его, может быть, как этого тест-драйва брали, наверное. Ну, вот автомобиль. такая вот цена. В общем, ну, ничего особенного для бизнеса тоже. Переходим не на знаю, интересный не автомобиль. знаю, не подойдет. Дороговато. Простовато, дороговато, аскетично. Обра- Что это у нас? Обрати, ну, это из той же серии. Тоже китайский, да? Да. Сентро. Ой, какой маленький. Обрати внимание, педали. Плюс-минус. Там сейчас смотрит товарищ тоже. Плюс-минус. Зато дверки закрываются хорошо. Вот он как раз на своей зарядке. Родной. Так, посмотрим, что за зарядочка. 7 киловатт, 32 ампера, IP50. Так, ну что, наверное, зарядку в А, подарок 55? дают к этому автомобилю. Конечно, да. Вот так вот он, собственно, видите, заряжается. Стопроцентный электрик. 100 километров максимальная скорость. 170, между прочим, автономия. Это очень хорошо. И 20 киловатт батарея. Система АБС. Zero Emission. И можно ездить с 16 лет. Камера трассер, задняя камера есть. Ну, в общем, 16 лет, Ну, да. Для 16-летнего это идеально. И стоит 11 950. 5000 скидка, а так 17 стоил. А сколько стоит? 11 950. Ну, это не 16 того пластмассового бренда, Да. напечатанного на 3D. Слушайте, ну вот для начинающего, как вот с 16 лет, да, были такие напечатанные на 3D принтере и заряженная цена, но это все-таки более такая, ну, китайское такое великолепие. Вот тоже, кстати. Еще одно электрическое великолепие, тоже, видимо, китайское, того же бренда. Ну, это Танюша. уже такой вот с таким кузовком автомобильчик. Заходи туда. Смотри, он прикольно называется. Во-первых, Икар. Ага. Во-вторых, я сюда сел, такое ощущение, как будто я сижу в огромном джипе. Серьезно? Столько места, мне кажется. Но я так понял, что здесь я не вижу, То есть обманчивое такое немножко впечатление, я да? не вижу, как открываются окна. Слушай, а вот это вот что у нас? Ну, кондиционер есть, Так, вентиляция, все режимы разные, видимо, открытие дверей, Мгм. USB. Ну, пахнет так немножко. Позвал- Нет, пахнет пластиком. Я тебя позвал показать, что педали здесь, вот, да, вот, ну, как бы хочется газ вот здесь вот нажимать где-то. Мгм. Вот, стою, да, газ вот Ну, здесь. убери А газ у ноги меня, а газ получается где-то посередине автомобиля. Мгм. То есть, ну, это не знаю, кто это Неудобное придумал. расположение и запах, ну, таких материалов, Ну, зато жесткие сиденья. пластика и так далее. Ну, тут у нас есть еще машинки. Сейчас мы их посмотрим. Вот там уже для бизнеса, для перевозки грузов. Дериваду, может быть, или бусики. Сейчас посмотрим. Это уже такой что-то для перевозки грузов. фургонет, смотри, обшитое все. Фургонета, да. Такое интересно. Интересно, тоже электро или нет?
Так что, видите, на таких выставках можно что-то и для бизнеса, для своего транспорта какого-то Слушай, такого тоже электро? грузового. Тоже электро, Интересно. тоже на зарядке. Своя зарядочка. На 48 месяцев они делают лизинг, наверное, да? По 903 евро в месяц. Плюс налог. К Но этому. ограничили 10 тысячами 10 тысяч в километров год. можно, да, в год проезжать на нем. 48 месяцев вы выплачиваете. Цена в данный момент 35 990. 15 тысяч экономии именно на вот этой выставке. А так он стоил 51 тысячу. То есть сейчас стоит 35. Ну и почти там 1000 евро получается. 903 плюс ИВА. Ну, где-то вот по 1000 евро в месяц. Вот за это великолепие вы будете выплачивать 4 года, получается, да? Мгм. Ну, так и берут, через 5 лет продают. Так, ну ладно, дальше поехали. Вот там Деривада у нас есть еще, видимо, машинка, нет? Вот такая, Где? тоже электрическая, китайская. 100% Китай, 25. А сейчас 10 990. Ну, за такую цену это какой-то вообще. 470 в месяц. 10 тысяч. Сейчас мы попросим Алексея открыть, если он открыт, посмотреть вообще вместимость. О, открывается. Да, ну здесь просто такой вот чемодан с ключами. Ну да, маленько, чтобы Инструмент такое возить возить. какой-то, да. Для сантехника, Не, для ну почему? электрика, Да, может быть. сантехники, электрики, садовники. Садовники, да. Ну, садовники, А, да. Садовники, наверное, больше вот тот. Ну да, ну может кто обслуживает бассейны, я не знаю, может какая-то мелкие Ну да, можно ремонтные, поставить багажник. мелкие ремонтные работы и так далее, что-то небольшое, незначительное, Деривада, то есть такие машинки. Установщику зарядных станций для электромобилей. Да, ну Подойдет. все, на этом все. То есть для бизнеса, в принципе, варианты какие-то есть, ну такие не очень интересные, вот, как транспортные средства для перевозки грузов. Опять же, вот эти вот автомобили, Ну, здесь юёшки. цена все больше и больше ёшка растет. Да, опять же, их цена сейчас 13 тысяч, так вообще 20, цену они, конечно, зарядили. Вот, когда мы делали обзор, их они стоили гораздо дешевле. 7, 7 по-моему, тысяч или на 9, выставке да. они предлагали, да. А сейчас на выставке 13, в 2 раза дороже. Ну, как-то не знаю. Вот. Идем дальше. Алексей увидел Polaris, Да, причем которые у нас были такой в же, какой у нас и Питере. был. Да, у нас их было несколько, свой такой квадропарк, вернее. Совершали они хорошие с такими же единомышленниками разные марш-броски по разным местам. Все те же привода, непроходимым. все те же тяги, ничего Приятные не изменилось. воспоминания. Приятные Спортом. воспоминания, да, у тебя, да? Ну Даже да. мне приятно, так ностальжи. Ручки стали без подогрева в Испании. Дима у нас рос рядом с таким квадриком. Станислав тоже. Ну, в общем, Polaris Да, глушитель по-другому сделали. у нас такой был, почти такой. Тоже кофры, помнишь вот эти вот кофры? Ага. Даже я им управляла, ехала за рулем. И с Дима меня возил, и я за рулем Ну тоже. да, смотри, Ну, зато это удобно. лебедка. Вынос сюда делаем. Да, сам себя Чтобы вытягивает там- из болота. Да? А что-то я не вижу здесь лебедка. А здесь, наверное, не установлено. Установлена. Ну, в принципе же может. О, Мотиков КТМчики целые огромные прикольные. ряды, да? Далеко. Надпись. Да, я подумала, что вот это Шкода написано издалека. 24 990. А в рассрочку в месяц по 206. 206. Вот вообще ни о чем. Можно, в принципе, так раз оформил автомобильчик. Ну, со стразами тебе вообще, наверное, понравилось. Были бы стразы, да? А что, я похожа на такого человека, которому нравятся стразы? Я Не, похожа ну, на сороку. Дизайнеры, видимо, придумали. Вот издалека смотришь, смотри, блестит, как будто бы стразы. Вообще красиво, как мигает. Ну, вот этот очень красивый.
Алексей пошел смотреть. 23 150 стоит сейчас, а так 28 720 по 179 в месяц. Если вы берете в рассрочку, вот здесь все написано. Вход 7150. В общем, как тебе, Алексей? Что-то скрипит. Слушай, ну запах, конечно, Потертое заходи. седло. Опять скрипит Я потертое говорю, ну седло. запах, конечно. Смотри, опять же, у тебя есть та же самая пластмасса с того же китайского завода. Ну, давайте посмотрим внимательно. Кнопочки всякие разные у нас. Управление Слушай, ну посадка зато удобная. окнами, дверями. Это посмотрели. Посадка удобная. Вот здесь вот как у Пашака, Кайена. Эти зарядки. Информативно смотри. вообще все вот это табло. Две зарядки для телефона. Управление. Табло какое-то такое качественное, не очень. Кнопки управления на руле. Что у нас Так, здесь есть? Погоди, Android. я покажу, что тут есть, где две зарядки. Вот, одна зарядка, вторая зарядка. Так, вот тут у нас что? Переключатель, кнопка старт, подстаканник. Здесь вот тоже все то же самое. Ну, тебе понравится Перфорированные место. сиденья. кстати. Они, наверное, с вентиляцией. Да, вентиляция. И смотри, обрати Очень внимание, красиво. подсветочка Очень, какая. очень. И здесь сенсорная целая куча кнопок. Да. И есть камера для направленного на водителя, которая определяет, водитель Мгм. спит или не спит. То есть подсказки, разные информативные вещи есть. Видимо, они всплывающие. Вот здесь всякие вещи. Это странный руль. Очень интересно. Потому что двери так закрываются хорошо. Ну, сзади также вот. Мне кажется, сзади достаточно много места. Цвет очень приятный, сиденьев. Честно говоря, не очень Смотри. хорошо знаю, что это за Перламутр, это, видимо, один из перламутровый, да, вот думаю, один из что вот как он. азиатских, наверное, брендов, который Красиво, появился. так как будто бы эти бриллиантики. Ага. Ну, Танюш, ты посмотри, между прочим, они завоевали 5 звезд по безопасности, эти автомобили. Мгм. Ну, показано. Да. Но это не электро, это бензиновый. Ну-ка. Так, вручную все открываем. Ну, Багажничек, вместимость такая, багажничка полочка. неплохая, там вот Ну, опускается багажник маленький, всё. на самом деле. Вот, два маленьких чемоданчика. Ну, нет, если их поставить вот так вот бочком, раз чемоданчик, два чемоданчик, три, и еще можно куда-то четвертый впихнуть. Потом присануть. Ну, три точно влезут. Предполагается, видимо, кнопка, значит, есть модели с приводом. Ну, не сильно большой, то есть вот большой груз не повезешь, я имею в виду большие чемоданы, может быть. Grupo Sí, Chery. sí, sí. Grupo Chery. А, группа Черри. Sí. Группа Черри, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Pues son todos suyos, toda esta gama. Y este coche premier venir en España, primer vez, ¿no? Este coche está aquí desde octubre. No, Desde octubre. Y a raíz de ahora en España van a pasar al resto de Europa. Se han quedado aquí para tener su base central y luego para el resto de Europa. Sí, y motor todo Todo el gasolina, mismo. Gasolina. gasolina, Aquí дизель. tienes Так, здесь мы газолину смотрели, а вот есть еще автомобили и электрические. А, это coche eléctrico. Вот он. este es eléctrico. О, muy bien, Черненький. Татьяна, смотри, совершенно Красиво. другой вид. Перфекто. bien. Какая красота. Да. Más Это premium. уже Todos los acabados en piel. En piel, пель. mapa, ¿no? Ah, Мгм. Кожа. ¿Y cuánto caballos, cuánto capacidad la Смотрите, batería? на цвет, 430 какая kilómetros. красивая. 204 caballos. Мгм. 240 лошадиных Ага. сил. А la batería, ¿cuánto kilovatios? De 61. 61. De LFP. Мгм. Una de las mejores que hay para que resistente tanto frío como calor. А, Resistente. си. Здесь стоит как раз литий ферромфосфатная батарея, Мгм. очень хорошо относится, переносит, вернее, минусовые температуры. Мгм. И ¿cuánto vale este coche? Este coche está en versión Comfort 37.900 y Ага, versiones aparte. 37-39 37-39 тысяч, да, вот это? То есть, ну, в принципе, нормально, пара, в связи с тем, что он похож на джип. Мгм. Большой такой, мой гранде, да?
Очень. Короче, два багажника, как у Теслы. Два Я- багажника сзади. А, это же электрик, поэтому. Los cables y demás. Ага. А, ну небольшой, да, такой. Маленький багажничек. Положить кабель Ага, для вот зарядку. такой вот. И donde la puerta para... В общем, вот такой Сейчас автомобиль покажем. тоже. Смотри, Танюш. Не успел заснять? Вау! А, слушай, еще есть и тип 2, типа DOS, Так, и так. быстрая зарядка, это для постоянного тока. Не на всех Си, автомобилях си, си. есть, это очень важно, что вот на этом автомобиле это есть. Перфекто, очень Это пара интересно. Cargador muy rápida, ¿sí? Esta es para la rápida y esta es la lenta, la de casa. Esta en torno a 15-20 minutos tienes el coche cargado y esta 3-4 И horas. cuánto максимум киловатт 110. 110. 110 y esta a 11. Sí, muy bien. Muy bien, coche. Sí, sí, sí. Muy buenos acabados, todo muy bueno. ¿A dónde puedo probar para Te doy una conducir? tarjeta. Te doy una tarjeta. Sí, Aquí en sí. Alicante. А, sí. А, в Аликанте. Vente para acá y te la doy. Vale. Вот такой вот автомобильчик. Алексей пошел Сейчас я возьму спросить, тархету. иди. Алексей пошел спросить, как можно тест-драйв провести на таком автомобиле. Вот электрический, очень даже хороший. Окей, muchísimas gracias. Ну, сейчас я вам вот так его Правильно. покажу. Автомобиль. Очень интересно. Ты удивишься, но это тот же самый Борха мотор. Они выбрали новый бренд для представления, Да. видимо, на выставке. Действительно, достойный такой автомобиль. Производит впечатление. Он китайский, но в нем, ой, такое все мягкое вот здесь. Ну, он сказал, что это премиум класс у них Премиум считается. класс. Ну, Сколько правда, стоит еще раз? какие-то пластмасски отваливаются, Сколько конечно. стоит еще раз этот автомобиль? 37 тысяч и 39 это будет ну, Ну, вот- совсем лакшери, как я вот говорю. с потолком, да? с Мгм. крышей, я имею в виду. Вот. А, вот здесь есть, ну-ка подожди. Панорамным. Вот как раз, да, люк, который открывается. 39. Ну, Ну, вот. соответственно, наверное, Танюша, если ты вот покажешь, сразу будет видно, потому что все рекламщики говорят про пробег бешеный и так далее. Вот смотрите, 33%, 137 километров. Ну, легко, я думаю, провести манипуляцию с вычислением и посчитаете, сколько километров проедет, когда будет 100 что он километров. сказал? Это новый автомобиль, который выйдет в октябре, будет продаваться в Испании, да? Нет, с он октября? уже с октября вышел продается. и приехал вот в Испанию сейчас. В Испанию и в Европу. Но я Да, думаю, кстати, что... твои любимые подсветки. Я думаю, что через какое-то время, через год, да, он, наверное, все-таки подешевеет, так же, как МЖшки. Абсолютно. Да. Потому что сейчас, как мы все знаем, идет, когда выводится новый товар, ну, относительно новый, да, обычно всегда идет период снятия сливок. Да. Как говорят маркетологи, да, менеджеры. Снятие сливок. Сейчас снимаются сливки, потом это все, конечно же, подешевеет. Бардачок Сейчас я есть. тебе дам камеру, ты поснимаешь изнутри автомобиль. Ну что, во-первых, бросается в глаза такая штука, я думаю, это как раньше был этот станок, который катышки с одежды. Ой, жалко, бриллиантами не это, изумрудами какими-то Очень не похоже. выложили. Ну что, тут есть какие-то кнопки, видимо, сенсорные, какие-то нажимаются, ну больше сенсорных, очень много сенсорных. Поэтому, не знаю, не особо я доверяю в китайских автомобилях эти сенсоры. Ну, подсветочку синенькую не забацали. Еще раз покажу. Бардачок небольшой, но он есть. Сиденья с такими отделочкой под спорт. Сейчас откроем, чтобы было светлее. Люк такой большой. Ну, сзади места не сказать, что много. Мне кажется, автомобиль достаточно узкий. Это Ну, я сугубо думаю, мое что мнение. на этом мы обзор вот этого автомобиля закончим и пройдем еще посмотрим, что тут может быть еще интересного. Ну, вот еще раз так вскользь покажу. Ну, правда, вот Алексей какую-то пластмасску, валяющуюся под ногами, нашел на коврике. Премиум комплектация. Хотя нам сказали, что это премиум комплектация. Ну, не буду ничего говорить. Как говорится, no comments. Ну, в принципе, интересно, что что вообще на рынок выходит что-то новое. Для мотоциклов здесь, для любителей мотоспорта очень Здесь рай. много всего. Ну, конечно, ездить надо без нарушений, потому что мы ехали сюда и видели аварию как раз с мотоциклистом. Он пострадал, его увезли в госпиталь на скорой.
вот, а полиция будет эвакуировать его мотик. Поэтому, дорогие друзья, любители мотоциклов, будьте предельно осторожны на дорогах. Не лихачьте. А лучше выбирайте трицикл, кто хочет Да, не свободы. лихачьте все равно. БМВшечки, Да, гусики наши любимые. гусики. Цену показываю. Любители всегда находятся подобной техники. Да, Что это за великолепие? школу кататься. Ну-ка, Алексей, расскажи Это нам. как квадроцикл, да, называется? Квадроцикл Лихеро по-испански. Мгм. То есть легкий квадроцикл. Он идет с категории с 16 лет можно управлять. Кстати, этот вот 100% электрик. 14 800 стоит сейчас. В автосалоне будет 16 500. Дороговато вообще-то для Вот, школьников. Я думаю, да. Ну или постшкольников. И За- раскрасочка такая Зато написано, милитари, да? То написано, есть, что ну, фабрика в Франции, поэтому он дорогой. раскрасочка такая милитари мне не очень нравится. Вот, но есть вот такой беленький, красненький. Вот тоже малыш такой есть Это красивый. очень экономичный автомобиль. Знаете почему? Одна щетка, Потому что здесь только одна щетка. много заменять не надо. Зато всегда вот цвет этого сезона, наверное, я точно не знаю, это вот такой вот травяной, да? Потому что, ну, мы уже не первый видим. Или элемент, или автомобиль. Смотрится вообще великолепно. Подчеркивает то, что как раз вот экологичность – это мода или тренд времени. Поэтому что там интересно. наши солнечные установки, солнечные электростанции, они в тренде, они в духе времени. Точно. Мы занимаемся тем, что нам нравится, и то, что, как мы считаем, все-таки это современно, это экологично, перспективно, и всегда можно все это дело развивать, апгрейдивать и двигаться вперед, развивать новые технологии. И какой красивый порог здесь, да? Да. На диске-то вообще. Вообще супер. Супер. Малыш, ты великолепен. Ке гвапо. Водки глабов. Ну тут, наверное, вообще обнять можно. Обнять и плакать, да, Мгм. Алексей? Обнять и плакать. А я уже про такие говорила. Ездить на пляж. Тоже экономичный. Миниатюрному человеку, девушке, женщине, мужчине, почему нет? На пляж, в магазин. Сажать компаньона какого-то, компаньонку, я не знаю. Расскажу фишку. Мы в аэропорту, ну кто был в аэропорту Аликанте, на верхней парковке, обратите внимание, там лифты, и для таких машин написано, что на машине в лифт нельзя заезжать. Я сначала думал, для кого это пишут, оказывается, вот для таких автомобилистов. Да. Непонятно. R1, R7, 23. Хотя она недорого стоит. Новая ниндзя. Его смартом не назовешь. 42 500 вот такой смартик сейчас. Ну, такой он стал побольше, пошире, наверное. Ну, ростом Ну да. кукурузник. Вырос за эти годы. Подрос. Малыш вырос. И стал взрослым. Ой, мерседесики такие миленькие. Ну, мне кажется, мы здесь уже были. Там что? Рено. Да, реношки. Дайте мне ремень. Нет. Вот это вот с пробегом здесь есть разные автомобили. Тоже могут кто-то спрашивать, сравнивать, я не знаю, там цены. Ну, например, вот такой автомобиль с пробегом. Volkswagen Taygo. Volkswagen Taygo. 26 тысяч
Делаете рассрочку на 48 месяцев, и по 210 в месяц вы выплачиваете за вот это великолепие. 4 года. В принципе, реально для тех, кто работает на территории Испании или просто оформляет какую-то рассрочку, имеет какой-то достаток, вот, по 160 в месяц, по 260. Расскажи нам, Алексей, 24 стоит, 4 платят, 48 рассрочка, 185 евро Ну, в чё-то месяц. какие-то бешеные цены здесь. Бешеные цены, ты считаешь, да? Ну, конечно, для гольфика. Здесь 22 год, потому что. Нет, ну он новый, ему год. Ну, 2, считай, с натяжкой. 23 тысячи Еще механика. Прессио финансиадо. Кто-то горячую кружку поставил, наверное. Что поставили? Новый гольф. Качество покрытия, да? Лакокрасочное. Ну, вот Станислав учится в автошколе на гольфе, и как раз вот его ну, как профессор в свою автошколу он покупал тоже за 25 тысяч, по-моему, да, гольф? Да. В принципе, вот такая у них цена с пробегом. Для тех, кто любит вибро-мотоциклы, для них есть марка Harley. Ну вот, собственно, тоже мы не будем задерживаться. Все и так понятно. Смотрим вот эти всякие кстати, бусики. Татьяна, покажи. Бусики. Актуальная проблема О, в пижошка. Испании, что вскрывают такие автомобили, Мгм. и вот многие ставят вот такие вот замки вот этой вот фирмы. Обратите внимание, для того, чтобы Это не вот вскрывали. дополнительная какая-то защита, да? ставится на одну дверь, на вторую, Мгм. устанавливается профессионально, и тогда ваш Уже не автомобиль вскрыть. становится сейфом почти. Так, мы пошли с другой стороны, вот тут второй непонятно, замок. какая цена. Как смотри. Видишь, и второй Ну да, замок. на все двери вот так устанавливается грузового отсека. Мгм. Цена 17 395. Пройдем? Ну да, мы же не пошли не кузов просто смотреть, а все-таки показать с пробегом, кстати, автомобильчик. Вот это 20 825. Ну, у нас, Ну, по-моему, к примеру, вот давайте покажу вам все характеристики, чтобы вы видели. Алексей, давай комментарии какие-нибудь дай нам раньше по коммерческие не коммерческим бусикам. Достаточно большой видел. выбор Но они здесь, да? тоже с пробегом, видишь? Очень многие Ну, они все с пробегом. Ты как считаешь, цена адекватная? Ну, не знаю, для коммерческого, если его эксплуатировали по полной. А я какого думаю, что года они? Они в очень хорошем состоянии. 20-й год, 4 года. 4 года, а 70 пробег? тысяч пробег. Мануаль это этот, Ну, не знаю, мне кажется, механика. там Сегунда Ману можно найти дешевле автомобиль. Может быть, битый там, нет? Здесь Да такие нет, состояние в хорошем хорошее. состоянии. Чистенькие, аккуратненькие. Смотря что на них возили. Вот, пожалуйста, есть Opel 17 575, 23, вот это огромный. Renault 25, 21, пижошка. Боксер. Ну, такой как-то кузовок изнутри побитый. Есть возможность, да, заглянуть и посмотреть, Мгм. что на Не, нем я вижу возили. выпуклости какие 26. Вот такие есть, типа деривадо машинки. Очень большой выбор здесь. Прям Не знаю, все помято, все побито за 23 тысячи, мне кажется, тут уже видавший виды автомобиль. О. Татьяна, Да? интересно. И нам мне будет, кажется, и он в нашим хорошем зрителям будет интересно еще одна состоянии. фирма, которая делает такие замки. Вот это, Да. наверное, еще лучше. secfremoes.com. Запатентовано в Испании. Надо же. Такой замок мощный. О, кстати, покажи, как его устанавливают. Ну, вообще, да, вот Не, видно, что его там... покоцанности есть и внутри такие он по всё всему помято тут. этому самому. Цена, конечно, дороговата для таких покоцанных автомобилей. Я не знаю, они не видят, что ли, вот это? Покажи, Татьяна, будет всем интересно, как его устанавливают. То есть прорезают вот две шпильки сюда и два отверстия вот там вот. Мгм. И он такой накладной. И с этой стороны, соответственно,
ответную часть. Вот Мгм. так вот она выглядит. Мгм. Ну, такие варианты. Сейчас Ну, пойдем смотри, еще если деривады понятно. вот эти посмотрим, которые с той стороны Мгм. стоят. На этой выставке очень много вот таких автомобилей для бизнеса, можно так сказать. Мгм. То есть такие для бизнес-перевозок. Вы можете их использовать в своих компаниях для перевозки различных грузов. Вот здесь можно грузы пассажирские и груз, Да, кстати. и интересно людей тоже. возить. Можно сложить это все, соответственно, груз. Ну вот. Но это не легковое, это деривада. Откроем, посмотрим. Ну, как пример, просто первый Механика. попавший, он 17 299 стоит. Не прокуренный, чистенький. Как я вот смотрю, что, ну, в основном, да, все французские автомобили, как говорил наш водитель, да, еще в Питере, он говорил, что нужно выбирать, нельзя, вернее, выбирать автомобиль Ford, Fiat и все французские. Все французские, да? Это пежошки, фольксвагены. Ну вот они, в принципе, 15 тысяч, 17 тысяч, что там еще. Вот с пробегом маленькая Peugeot 10 тысяч. Сейчас посмотрим. У нее пробег 57 тысяч километров. Год 18-й. Пятиместный. Цену я вам уже сказала. 10 875. Дизельный. Так, в принципе, более-менее в хорошем состоянии. Подробно мы не смотрим. Ну, варианты есть. Вот сдал у вас сын или дочь на права, можно вот такой вот купить на выставке. Например, на выставке. 22, 23, Кстати, 16. все Что это у нас? гибридики с шильдиком Мгм. синеньким. Вот там тоже. Не, авто можно найти на любой вкус. Причем в том... Кстати, это достаточно редкий автомобиль для Испании. Дизель, 76 пробег дизель и универсал. 19 года. Дизель, Угу. автомат с пробегом. Миленькие, вставочки такие под дерево. Или дерево, кожа. Запах приятный. Не прокуренный. Вот такая светлая кожа, красивая. Ну да, варианты можно найти. Смотри, какая светлая кожа, не прокуренный, чистый. Кто-то аккуратненько ездил. У любителям Теслы тоже есть вариант на выставке с пробегом. Почему-то ее продают, хотят, наверное, новее что-то. 17-й год. 39 825 17 года. То есть посчитали, что гарантия на батарею закончилась 7 лет. Да? Значит, скоро подойдет ее замена. Мерседесик за 57. За 26 Audi, 26 Volkswagen. Ну, в общем, автомобили есть и с пробегом, и новенькие здесь. И даже для бизнеса. Смотрите, мы зашли, наверное, часов в 10 сюда, да, пол 11. Сейчас уже без 15:02. Ну, достаточно приятно провели время. Думаю, все увидели, все посмотрели. В Испании, кстати, очень много мотошкол занимаются и на нашем побережье, и в Картахена, есть мототреки и так далее. И я смотрю, что очень многие увлекаются именно мотоспортом. Ну да. Ну что, друзья, надеюсь, Сделали мы вам обзор выставки, которая проходит сейчас в Аликанте с 10 по 12 мая 2024 года. Выставка автомобилей новых с пробегом, мото для бизнеса. Очень интересная, насыщенная. Супер-пупер чего-то нового мы не открыли для себя, но варианты, конечно же, есть. Надеюсь, что вы тоже что-то присмотрите. Кто здесь живет в Аликанте, может, даже успеете. Ну что, какие ты выводы можешь сделать? ну Для что, себя. китайцы появляются, появилась вот эта новая марка Honda, это из концерна Geely.
есть китайцы все равно захватывают, но очень медленно, конечно. И качество все-таки, все, что приходит сюда, в Европу, мне кажется, это просто ужасно еще. Ну, на какие-то автомобили, Алексей говорил, это невозможная такая цена, все равно высокая, все равно заряженная. Вот для перевозок, для бизнеса, вот эти грузовички, бусики, вернее, и дериваду машины такие. Вот. Может быть, да, можно найти что-то дешевле, но здесь вот они все чистенькие, ухоженные, с гарантией, что-то. Знаю, что именно местные жители, они выбирают все-таки такие варианты выставки. Почему? Потому что машина проходит подготовку, есть какая-то гарантия, есть все равно вероятность того, что вы не купите какую-то чепуху за какие-то деньги, да, не надо гнать откуда-то из Германии, тоже может быть с разными проблемами, вы видите все здесь, вот, поэтому это как вариант очень даже приемлемый. Я знаю, что и наши соотечественники многие стали ходить по таким выставкам, в том числе и за нами тоже следом, и приобретать автомобили именно на таких фиестах, где есть приятные Кстати, скидки. друзья, кто волнуется покупать БУ автомобиль именно в Европе, в Испании, вот именно в Испании существует закон, что если вы покупаете БУ автомобиль и в течение либо года, либо полугода сломался мотор или там какая-то оказалась серьезная проблема, то продавец обязан ее отремонтировать. Внимательно читайте договора, обязательно это должно прописываться, и в законе это указано, что продавец Точно. несет ответственность, несет гарантию полгода на двигатель, ну и там на какие-то Именно элементы. поэтому, я думаю, именно поэтому местные испанцы предпочитают покупать на таких выставках через автосалон, а Да. не на площадках, на уличных. И именно через автосалон, что есть какая-то гарантия того, что если что-то крякнется в этом автомобиле, Продавец то можно отвечает. всегда обратиться в автосалон. И вот поэтому, наверное, немножко выше цена может быть. Немножко как бы это за то, что автомобиль проверен, обслужен, подготовлен, вычищен, вымот. И продавец несет гарантию. Ну и на этом все, дорогие друзья. Не забывайте поддерживать лайком, писать свои комментарии, делиться своим приятным и полезным для нас опытом для всех. Встретимся вновь в следующих наших видео. Не пропустите следующее видео, оно очень важное для всех водителей Всем удачи, добра на и испанских дорогах. и позитива. Новые поправки в правила дорожного движения, которые скоро будут, возможно, приняты. От ДХТ поступила такая информация. Мы обязательно расскажем в следующем нашем видео. Все, адьос, амигос, чао-чао, всем хорошего дня и успехов на дорогах. Чао.